Друзья, всем привет! Это новая серия выпуска нашего блога. И в прошлых сериях вы помните, что мы поставили перебранный мотор на этот Camaro. А в этой серии мы начнем его сборку, подключение, будем пытаться его завести. Для этого нам нужно поставить навесное, это генератор, насос ГУРа, выпускные коллектора, подключить все шланги, тросики и косу электрики. Также поставить радиатор охлаждения и настроить зажигание с карбюратором. После этого мы будем заводить машину и выезжать на ней на тест-драйв. И сейчас вы это все увидите. Это коллектор с Camaro. Он считается тюнячим, так как у него раннеры равнодлинные, сходятся 4 в 1. Но производство, видимо, пошло не очень хорошо. Соответственно, видно подштамповки на входах в раннеры. Чем это чревато? Почему это плохо? Когда мы прикладываем прокладку коллектора, у нас идет жесткое несовпадание отверстий прокладки и самих отверстий раннеров. Но еще в чем проблема? В том, что расстояние от фланца до вот этой подштамповки на всех раннерах разное. Соответственно, из-под этого раннера у нас стекло выхлопными газами. Чтобы этого избежать, мы сделаем следующее. По контуру раннеров мы обварим сваркой все это дело, приварим к фланцам, чтобы они у нас держались. А с этой стороны мы все сточим в ноль, чтобы у нас была одна литая пластина. И тогда прокладочка будет очень хорошо прилегать, и все будет отлично. Закончили сварку, обварили раннеры по контуру и сточили вот эти наросты на раннерах. Теперь прокладка наша встает отлично. Везде все плотненько. Ну, есть небольшая несостыковочка по отверстиям, но это ничего критичного такого нету. Так что теперь, надеюсь, все будет плотно прилегать и больше не будет сечь. Дима поставил и модернизировал выпускные коллектора, а я теперь займусь дальше сборкой мотора. Нужно поставить навесное, генератор и насос ГУРа, также все шкивы, направляющие и затем систему охлаждения. А? Чем ты нас порадуешь сегодня? Блоком и мотором. Выхлоп Борла, блок Porsche, от Ферыч сказали мотор. Короче, GZ ты забираешь или привез? На металл забрал. Блин, жалко, дорогой металл. Дорого принимают, Где-то я его уже видел. тебе кажется. Да? Да. Все одинаковые. Это другой. Ладно, я понял. Так, короче, это у нас Big Block. И там Big Block, да? В общем, это оба мотора на Dodge. Это, скорее всего, 440, да? 440?
Я не знаю, чтобы потом с тебя не спросили. Ладжи Z, вот это я не знаю, что. Короче, у нас тут, да, моторы, которые нужно будет перебрать и собрать, и установить в новые проекты. Но мы не отказываемся от моторов, мы в любом случае готовы принять их у вас, если они есть. Естественно, это касается только V8, ну иногда JZ-ов. JZ must have. Must have, да. В общем, сгрузили новые моторы. Зачем они нам и что мы с ними будем делать, вы узнаете в будущих сериях. А теперь я вернусь к процессу сборки Камара. Сборка навесного почти завершена. Здесь осталось только лишь доработать верхнее крепление, поскольку крепление генератора крепилось к впускному коллектору, а этот впускной коллектор у нас чуть больше теперь, и поэтому не встает правильно верхнее крепление. Чуть-чуть нужно отогнуть будет тушка, и встанет все как надо. Также мне не нравится, как выглядит вентилятор охлаждения. Я его хочу очистить и покрасить в черный цвет, чтобы он гармонировал с моторным отсеком. Затем поставим сюда кожух к новому радиатору и будем заниматься проводкой. По проводке здесь предстоит проделать достаточно большую работу, а именно полностью заменить весь пучок проводки. Мы уже его начали менять. Задача стоит в том, чтобы максимально скрытно пустить все провода к мотору. Они все прячутся внутри телевизора и крыльев и вот прячутся в такую вот красивую чешую, чтобы в тех местах, где их было видно, они очень красиво смотрелись. Соответственно, этим занимается электрик нашей мастерской, и сейчас я ему передам в руки, и он продолжит сборку. Все, работа по электрике закончена, и теперь нам требуется поднять машину на подъемнике, чтобы установить все, что осталось. А именно подключить топливный насос. Мы его ставим сзади, чтобы уменьшить его нагрев от двигателя. Также надо поставить выхлопную систему обратно, карданный вал, все это подключить, и такие мелочи, как тросик ручника, все это тоже делается снизу. Поэтому закатываем машину, а вы наблюдаете за этим.
закончили все работы снизу, установили выхлоп, установили топливную магистраль, установили топливный насос с фильтром, подключили ручник, и теперь мы машину можем опустить, чтобы продолжить работы в подкапотном пространстве. Нам осталось настроить зажигание, настроить карбюратор, и будем пытаться завести машину, ну и потом уже ее обкатывать. Независимо от того, кем ты являешься и что ты делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого. Последние штрихи перед запуском мотора. Устанавливается воздушный фильтр. И дальше можно произвести первый пробный пуск мотора. Еще пока не подключено охлаждение, оно нам пока не нужно, поскольку главное сейчас запустить мотор. А дальше уже будем продолжать сборку, устанавливать капот, охлаждение и выезжать на улицу, чтобы проверить и настроить машину. Пробуем завестись, не подключая основную топливную магистраль, это только в целях безопасности. Сейчас попробуем завести машину, и это будет в первый раз. Дим, накидывай провод. Готов? Всегда готов. Поехали. Да, круто, машина завелась свой первый раз, мотор работает исправно. Сейчас мы поднимем ее, проверим на утечке масла из коробки и мотора. И затем заведем уже на постоянку, посмотрим, как работает, отрегулируем карбюратор и зажигание и будем проходить обкатку. Как вы уже помните из прошлых серий, это стробоскоп, и с помощью него мы настраиваем зажигание. Естественно, параллельно настроим карбюратор, чтобы машина нормально работала.
общем, произошло полный... выбило трубку, не знаю, выбило, может, херово закрепили с датчика давления масла. Он у нас не электронный, а механический. И просто к херам залило всю консоль маслом. Сейчас берем паузу, отмываем это все и продолжаем настройку машины. Все, машина полностью настроена, и теперь нам предстоит обкатка. Целых 1000 километров нужно пройти с оборотами не больше 2500. Я думаю, мы ускорим этот процесс, поднимем машину на домкрате и оставим ее на передаче. Потом мы поедем на стенд, чтобы замерить мощность и более точно настроить мотор. И затем вы увидите тест-драйв. Тест-драйв на улице или на гоночном треке. Я думаю, будет уже тепло и сухо, и мы полностью сможем реализовать потенциал этой тачки.